Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. Я решил собрать до кучи, так сказать, мои новинки. Каждую я не показываю, отдельное видео не делаю. Вот смотрите, я купил то. Какие-то у меня уже пересажены. Пожалуй, мы начнем с них. Вы даже могли их видеть в Инстаграм, да? Кто на меня подписан в Инстаграм, мог их видеть. Я их там показывал, так сказать, обзорно. Какие-то я еще не показывал. Какие-то купил сегодня, потому что сегодня у меня наконец-то выходной. Друзья, очень много работаю, обещал видео про хищники, обязательно сниму в ближайшее время. Много видео наобещал и пока снимать не успеваю. Но вот как раз приехал домой, думаю, дай-ка я так с пылу с жару все сниму. Все мои новинки, да, буду вам показывать. Давайте начнем, пожалуй, с этой пеппероми. Она уже такая не самая новинка для меня, это пепперомия Кито называется. Вот такая красота, вы можете ее видеть, очень приятная пепперомия. Мне она нравится, относится к пепперомиям Капирата. Привет, Луна. Чего ты бегаешь? Иди сюда. Пень. Пень. Секундочку. Оп. Гостья в кадре. Вот она, красотка моя. Чего бегаешь? Бегаешь. Оставайся здесь. И вот такая вот пепперомия Кито, очень-очень здоровская. Мне она реально нравится. Посмотрите, какой у нее приятный цвет. Такая она, как карамелька какая-то, знаете, как леденец. Очень здоровская. Живет она у меня, ну, уже примерно месяц. То есть не совсем прям новинка, но новинка на самом деле. Следующая новинка, которая живет у меня уже какое-то время, тоже неплохо себя чувствует, пока в форме ампеля. Возможно, я ее переведу на опору. Это вот такой филодендрон кобра. Его еще называют эпипрем, но у него очень много названий у этого растения. Даже кто-то говорит, что это монстера. Но я ее покупал как филодендрон кобра под названием, да, под таким филодендрон кобра. И так она у меня живет. Я уже ее пересадил, вы можете видеть. Растение тоже очень крупное, с приятной варигатностью. Да? Вот такая вот кобра. Кстати, друзья, как вы считаете, лучше ее оставить в виде ампеля или перевести ее на опору? Не знаю, насколько у нее будут мельчать листья. Если у кого есть такая кобра в виде ампеля, насколько у нее мельчают листья. Потому что она мне, в принципе, так нравится. Да? Но, не знаю, много у нее точек роста. Что-то у меня... какое-то горло сухое. Такой голос. В общем, вот такая кобра у меня здесь живет. Следующее растение, которое я вам покажу, тоже уже пересаженное. Давайте сейчас пересаженных, потом покажу крупномеры, которые я купил не так давно, но из-за работы не успеваю их, так сказать, пересадить. Смотрите, вот такая фитония, малышка. Конкретно название этой фитонии я не знаю, но они очень приятные, как вы можете видеть, такие небольшие листочки, да, немного курчавые, кудрявые такие. Вот такая фитония. Тоже она у меня живет в моей группке с фитониями, в мини-коллекции моей фитоний. Очень ее люблю, мне кажется, она очень приятная. Вообще, в целом, люблю фитонии. Кстати, про них тоже хочу снять видео. Но когда? Ой, Лун, аккуратно. Когда про них снимать? Следующее растение, которое я купил сегодня, название я вам напишу его на экране полное, это псевдорипсалис. Кстати, вот он мне стоил 6 евро. Остальных, кстати, которые я показал, цены не помню, но они были совсем недорогие. По-моему, вот кобра мне стоил тоже евро 4, пепперомия евро 5-6 и фитония евро 3. Так вот, вот такой псевдорипсалис. Видите, он еще в транспортировочном горшке. Редкое для меня явление, чтобы показывало растения в транспортировочных горшках. Очень приятный, загорелый. Да? Смотрите, какой хулиган. Кстати, когда я его видел в садовом центре, мне показалось, он очень маленький. Думаю, знаете, такой мелкий. По сравнению с остальными моими лесными кактусами, да, которые вам покажу сейчас, еще огромные. Но вот такой он малыш, но, как вы знаете, в квартире, в маленькой, так сказать, он прям смотрится таким прям маешь-вещь. Смотрите, какой кустище просто. Псевдорипсалиса этого, очень славный, на мой взгляд. Интересный, да, красивый кустик. Вот такой малыш. Кстати, друзья, если вам интересно, 1000 лет не делал видео пересадок, да, как-то я совсем от них отошел. Если вам интересно, сейчас я продолжу показ. Если вам интересно, напишите мне какие-нибудь темы для разговора. Именно не про уход, например, про рипсалисы, в целом про лесные кактусы я сделаю видео, но я про уход стараюсь сделать видео коротенькие, то есть чтобы они были прям короткие, да, минут на 8, потому что всегда пишут, что очень много лишних слов, ничего не говори, да, поэтому я думаю, про уход я всегда делаю короткие. А вот пересадка разговора, мне нужна тема у меня нет. Если у вас есть, почему-то я заваливаюсь, ладно, вроде нормально, да, если у вас есть какая-то тема для разговора, пишите мне, давайте с вами обсудим. Следующее растение, да, вы скажете, боже мой, что это? Это спасеныш такой у меня. Я его
он был на уценке, это даже бумага до сих пор осталась здесь в горшке. Стоил он 5,90, но он был в полцены. То есть он мне стоил 3 евро. Такой спасенуш это Epipremnum Green Globe. Да, очень приятное растение. Был нереально залит, абсолютно ему не подходит, как вы можете видеть, да, этот горшок уже, там все оплетено корнями. Я его, когда купил, у него были плети абсолютно без листьев, знаете, на концах только было несколько листиков. Я его, конечно же, обрезал весь. Он уже начал давать, я вам покажу, видите, новые точки роста, их очень много. Не знаю, разовьются ли все или разовьется только парочка, но все, что разовьется, все тому и рады, да, то и наше. Вот здесь у него тоже начала просыпаться, да, немножечко вся эта тема. И я, вы знаете, верхушки от него-то сохранил и поставил проращивать их в воду, соответственно. Там уже тоже хорошие корни развились. Уже, в принципе, вот это растение его можно объединять. Я хочу сделать просто один пышный небольшой куст, который постепенно начнет разрастаться, да. Красивый цвет у него, друзья. Смотрите, какие у него листья необычные, да. Вот на этих выглядит на камеру как-то хуже. Кажется, потом больной. Нет, ну все нормально. Все нормально, просто на камеру не передает вид. Вот эти выглядят получше, да. В общем, вот такой Green Globe. Я его буду объединять. Еще, может быть, подожду чуть-чуть, когда отрастут корешки. Если вы мне темы дадите для пары видео пересадок, то вообще будет шикарно. Сделаем с вами 2 видео таких, да. Так, Green Globe, куда тебя ставить теперь? Поднять-то его легко, а вот поставить на место. Следующий красавчик, это реально красавчик, да. Давайте я вам его покажу. Смотрите, вот такой вот эпифилум. Да? Вот тут на нем написано, что это Rhipsalidopsis, но это эпифилум. В народе его называют королева ночи, королева одной ночи, причем, друзья, одной ночи королева, немногих ночей. Вот такая вот роскошь. Смотрите, какой куст. Да? Чуть отодвину, чтобы вы могли видеть весь. Видите? Он еще здесь с цветоносами, то есть у него будут цвести цветочки, и уже есть плоды, завязываются. Фотографии плодов, которые я видел в Садовом центре, вставлю вам в видео. Видите, вот это будет плод. Например, вот это, да? Его еще нужно почистить. Вот очень много цветов. Видите, вот цветочек. Вот цветочек будет. Вот тут уже плод тоже есть, видите? Это плод. Да? Вот эти плодики, они, в общем, созревают. Посмотрим, что из них получится. Может быть, потом я даже проращу его из семян. Или еще что-то. В общем, вот такой вот. Он мне как раз не хватало его до кучи, да? У меня в последнее время совсем как-то все плохо в плане лесных кактусов. Они мне настолько нравятся, они настолько потрясающе красивые и легкие в уходе. И они именно дают такой эффект необычных джунглей, да, вроде бы кактусы, но вот с ними, они у меня сейчас висят все на балконе, переехали, мы, кстати, большие перестановки. Можно даже снять будет, когда я сделаю все пересадки, снять новый обзор. Кстати, друзья, пишите, если вам интересно опять обзор. Я помню, такой хороший успех у него был, моего обзора по всей моей коллекции. Можно обновить, да, так сказать, уже летний сделать, уже фактически мы в июне с вами. В общем, вот этот потрясающий эпифилум мне достался. Кстати, купил его сегодня тоже. Сегодня его купил, 16 евро он мне стоил, 16,90. Я почему говорю цены, да, там не хвастаюсь, а именно говорю, чтобы вы, вот видите, не обманываю, чтобы вы могли сравнивать со своими. Сколько у вас стоит. У нас он стоил 16,90, этот куст. И я ему очень и очень рад. Давайте я его поставлю сейчас на место. Так, следующее растение, банальщина, которое у меня никогда не было. Это маленький филодендрум Биркин. Тоже взял его, вы знаете, больше из жалости, потому что он нереально залит. И на него было больно смотреть, но он такой хороший. Вы знаете, когда я его потрогал, я их никогда не трогал. Да, я его потрогал, а он такой забавный на ощупь. Он как бумага вот эта, да, гофрированная бумага это называется. Такой же на ощупь Spathiphyllum Diamond, бриллиантовый, да, Spathiphyllum. Он такой же на ощупь, очень здоровский, причем с хорошей вариегатностью, в том плане, что не сильно белый. Вот у меня у друзей он сильно белый, они купили его, он у них выдает просто белые листья, они потом начинают портиться. А у этого, то есть, и зелень есть, и белизна, да. И у него очень много, я его только принес тоже, да, он стоил мне 7,90, скидки не было. Он слегка шатается, видите, но я еще думаю, потому что он совсем не заглублен здесь. Плюс очень влажный грунт. Вот им я займусь даже без видео. Вы знаете, не буду дожидаться вашей темы. Я, если вообще напишут про тему, может быть, никому не надо тема никакая. Я его пересажу сам. Я его сразу же сейчас после съемки этой, как я спасаю, да, во-первых, отряхну весь грунт максимально. Хотя у родных обычно убираю, но в этом случае, когда он весь залит, как болото, отряхну максимально грунт и начну оборачивать бумажным полотенцем, пока полотенце не будет практически сухим. После этого я заменю ему грунт.
У него здесь были вот такие, видите, листья обломленные внизу. Я несколько убрал, и под ними оказались маленькие точки роста. То есть, видите, тут пошли деточки еще. Раз, два, три, 4 детки пошли. И здесь в общей сложности 3 точки роста. То есть это кустовой такой филодендрон. Очень красивый, на мой взгляд. Вы знаете, раньше это было безумно дорогое растение, да, потому что Бёркин это или Биркин, не знаю, как оно точно произносится, это очень дорогая марка брендовая сумок, да, женских. И там всякие звездные дамы, голливудские актрисы стоят за этими сумками годами в очередях и платят там по 100 тысяч. Ну, там самая дешевая, наверное, 1010 стоит как минимум долларов. А там 100-150 тысяч, там делается из кожи там крокодила, питона, все что хочешь. Поэтому его назвали в свое время Бёркин или Биркин, потому что это, опять-таки, редкость, да, такая необычная. Но вот сейчас это уже обычное растение, и вот оно появилось у меня в коллекции. Теперь я камеру остановлю, на столе я всех показал, и начну по одному снимать моих остальных тираннозавров. Сейчас я вам их тоже покажу. Не уходим никуда. Так, друзья, вот следующее растение луна. Вот такое растение луна, видите, там внизу тоже главный ботаник страны. Любитель иногда вцепиться в какой-нибудь листик, который плохо лежит. А вот такой у меня Lepistmium bolivianum, боливийский Lepistmium. Вот такой, да, их опять-таки рипсалис, псевдорипсалис, Lepistmium, эпифилум. И там их еще очень много лесных кактусов разных, да, и они все красавцы, конечно. Вот такой Lepistmium, посмотрите, какой потрясающий. Купил я его в местном Ашане. Стоил он мне 15 евро, это не сегодняшняя покупка, но я его еще не пересадил. То есть у меня, видите, он в обычном горшочке транспортировочном, мне не дошли пока мои ручонки до него, мои зеленые пальцы. До него не дошли, но он шикарен, он просто потрясающий. Смотрите, какой он огромный, да, смотрите, какого размера. Можно использовать вместо головы. Красавец, в общем, потрясающий Lepistmium. Мне он очень нравится, у меня есть рипсалис чем-то на него похожий, который сейчас немного загорает на балконе, становится таким, вы знаете, более фиолетово-бордовым. Lepistmium, я же думаю, он все-таки будет больше сохраняться зеленым. Вот такой красавчик. Смотрите, какие косы. Прям такой доширак, да, макарошки. Очень красивое растение, на мой взгляд. Очень интересное. А об этих лесных кактусах делаю вообще отдельное видео, покажу всю мою коллекцию. Это уже можно назвать коллекция. Потому что у меня их уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уже 8 лесных кактусов у меня. И я думаю, это не предел. Я могу еще один прицепить к потолку. Вот такая красота. Вот такой вот Lepistmium, друзья, у меня. Да, попался. Так, сейчас я покажу следующего красавца. Тоже лесной кактус. Осталось 2 лесных кактуса вам показать. Продолжаем. Так, друзья, вот следующий мой... Аккуратно, чтобы меня не покололо. Следующий мой красавчик. Его название напишу вам на экране, честно сказать. Ну уж больно, шибко сложный. Луна. Так, секунду. Тут Луна пытается его активно понюхать, и ей не надо. Потому что вы знаете почему? Я почему-то думал, что у него мягкие колючки. Они абсолютно не мягкие. Они очень острые. И они очень легко обламываются. То есть, да, аккуратно с ним нужно быть. Я не знаю, как его вообще буду пересаживать. Но тоже вот такой красивый лесной кактус. Тоже он потрясающе цветет. Я вам ставлю фотографию, да, когда название. И я его тоже пока не пересаживал. Он был очень активно залит. В садовых центрах они вообще любят все заливать. По самые не балуй. Но вот я с ним пока еще не возился. Не знаю, как его в целом пересажу. Может быть, я вообще оставлю, сделаю исключение, оставлю один непересаженный кактус. Потому что боюсь, честно сказать, боюсь его трогать. Боюсь поломать и боюсь весь поколоться. Но не знаю. Да, посмотрим. В общем, вот такой красавец. Я сказал, что 2 осталось. Нет, это последняя моя новинка. То есть это новинки за последние 2 месяца примерно у меня. То есть, вы знаете, по моим меркам я еще себя сдерживаю, можно так сказать. Не сильно много чего купил. Но вот такой потрясающий красавчик. Потрясающий кактус лесной. Посмотрите, какой шикарный. Должен цвести очень и очень ярко, огромными цветами. Тоже. Стоил он мне 17 евро, 16,90. Да, вот такой вот великанище, гигантище. Просто нереальной красоты. Итак, сколько у нас новинок получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 новинок. Ну что, вполне себе нормально. Диагноз еще не совсем можно выставлять. Еще можно пожить как-то, да, с этим. Все, друзья, вот такое было небольшое относительно видео. Пишите, я, как уже сказал, если у вас есть желание видеопересадку какую-то от меня получить, моих вот этих лесных кактусов, можем пересадить их. Давайте мы вместе их пересадим. Но если будет тема. Если темы не будет, но тогда я пересажу сам.
И все. И подписывайтесь при желании на канал, ставьте при желании лайк, мне всегда приятно. И также подписывайтесь в Инстаграм, если есть желание и возможность. А Инстаграм в описании к видео. Все, берегите себя, до новых встреч, друзья. Пока-пока.